Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусную горячую закуску. Это будет жульен грибной в тарталетках. Готовится очень просто. Для жульена нам нужно среднюю луковицу нарезать маленьким кубиком. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. В этом рецепте нам понадобится 30 граммов сливочного масла. 15 граммов мы выкладываем на сковородку. На среднем огне разогреваем масло и обжариваем лук до золотистого карамельного цвета. Пока он обжаривается, нарежем грибы. Я несколько маленьких грибочков нарезала на тонкие пластинки. Они будут у нас украшением наших тарталеток. Остальные грибы, их 500 граммов, шампиньоны, нарезаем достаточно мелко. Не забываем перемешивать наш лук, чтобы он у нас не подгорел. И когда лук станет золотистым, вот таким красивым, перекладываем его в отдельную мисочку. На сухой сковородке, не добавляя масла, выкладываем все нарезанные грибы и на достаточно большом огне, выше среднего, все обжариваем. Нам нужно, чтобы они уменьшились, грибочки, в размере, и жидкость полностью испарилась. Пока наши грибы обжариваются, нам нужно натереть сыр. Сыра понадобится 100-150 граммов. Но так как у меня сыр пармезан, он достаточно легкий, я натираю 70 граммов сыра пармезана. Жидкость испарилась, теперь мы добавляем 15 граммов сливочного масла. Возвращаем наш обжаренный лук, все перемешиваем. Я еще добавляю сюда щепотку мускатного ореха, он у нас туда очень подходит к этому блюду. Посолить нужно. Количество соли зависит от того, насколько соленый у вас сыр. Также добавляем чайную ложку без горки муки, обжариваем немножко муку на сковородке и добавляем 100 мл жирных сливок. Нам нужно, чтобы сливки заварились с мукой и стали более густыми. Посмотрите, какая масса у нас получается. И теперь мы добавляем в сковородку половину натертого сыра. Все перемешиваем. Я еще решила немножко поперчить. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк, это поможет продвижению видео. Его увидит большее количество зрителей. Все, наш жульен готов, даем немножко остыть. У меня упаковка готовых тарталеток, их 12 штучек. Выкладываем их на расстоянии друг от друга на противень, выстеленный пекарской бумагой, и заполняем жульеном. Вообще эта закуска очень удобная, можно приготовить все заранее, и когда гости придут, поставить жульен вместе с тарталетками на 7-8 минут в заранее разогретую на 200 градусов режим конвекции духовку, чтобы сыр расплавился. Выкладываем оставшийся сыр сверху на тарталетки и украшаем нашими нарезанными маленькими грибочками. В моей духовке тарталетки запекались 8 минут. Посмотрите, как они выглядят через 8 минут. Посмотрите, какая красота. Все у нас готово. Даем им немножко остыть. И сейчас мы их будем пробовать. Они такие в меру горячие, такие хорошо теплые. Друзья мои, как это вкусно. Хрустящие тарталетки, нежная, грибная, сливочная начинка. Приготовьте это так просто и очень вкусно.